20 июля 1969 года. Аполлон-11 стартует для выполнения пилотируемого полета на Луну. Миллионы телезрителей во всем мире следят за происходящим по телевизору. С историческими словами, это маленький шажок для человека, но огромный шаг для человечества. Первый человек на Луне, Нейл Армстронг, ступает на поверхность Луны. Один из наиболее честолюбивых проектов в истории человечества удался. США выиграли соревнования в космосе. Во времена Холодной войны это было гораздо большим, чем просто научный успех. Программа «Аполлон» должна была продемонстрировать восточному идеологическому противнику, в том числе и успех межконтинентальных ракет как стратегического оружия. Полет и высадка на Луну, величайшее достижение человечества на то время, берет свое начало в маленькой рыбацкой деревне на северном побережье острова Узедом. Пенемюнде. Здесь, скрытно от всех, была создана тайная оружейная мастерская Гитлера, которая считается колыбелью космонавтики. Но легенда Пенемюнде тесно переплетена со смертью и уничтожением. Пенемюнде. Здесь ковалось тайное оружие Гитлера. Фильм Йоханнеса Хайнеке. 3 октября 1942 года. Первый успешный старт в Пенемюнде ракеты под кодовым названием «Агрегат-4», которую национал-социалистическая пропаганда позже назовет Фау-2. Дальность полета ракеты составляет 147 километров. В своем поле ракета, как первый созданный руками человека летательный аппарат, коснется границы с космосом. Несмотря на то, что разработки в Пенемюнде носили военный характер, ученые и инженеры, окружавшие Вернера фон Брауна, на самом деле уже тогда мечтали о посадке на Луну. Густав Фриде, секретарь Вернера фон Брауна. Уже тогда вокруг Вернера фон Брауна собралась группа ученых, работавших над этой идеей, над посадкой на Луну, да и вообще над этой идеей. Доктор Клаус Шефелен, начальник отдела двигателей Пенемюнде. Мы часто ходили вместе под парусами, и вот примерно за месяц до большого налета на Пенемюнде, наверное, в конце июля 43-го года, была превосходная погода для ходьбы на яхте. Дул знаменитый Нордост, который часто бывает на Балтийском море. И мы хотели пойти на Ойе. Это небольшой остров перед Узедомом. Но ветер потихоньку улегся. А это был такой день, длинный день. А потом над головой сияла полная луна. И тут Вернер фон Браун говорит: мы должны добраться туда. А я отвечаю ему: но при таком ветре нам ни за что не удастся добраться до Ойе. А он мне: нет, не до Ойе, до Луны. Я говорю: это вопрос времени и денег. А он: ну и как вы считаете, сколько это стоит, и сколько времени, и все остальное? А потом мы рассчитали на основе упрощенной модели, сколько это будет стоить и сколько займет времени. И я спросил: вы как хотите, пилотируемую ракету на Луну отправлять или беспилотную? Он отвечает: пилотируемую. А сколько членов экипажа? Он отвечает: 2. Я говорю: но ведь им и опуститься надо будет. Сколько же стоит кабина? А он: какую-то часть. А я его спросил: как вы думаете, если взять одну отдельную А4, какова может быть полезная нагрузка? Сейчас она составляет около 7%. А если ее увеличить до 10-12%? И мы стали считать дальше. И я показал ему, что я думаю про первую ступень. И он тогда решил, что надо делать двигатель, потому что, хотя тогда уменьшается удельная тяга, зато увеличивается удельный вес, что дает на первой ступени большую мощность. То есть кислородные двигатели, а потом на вторую и третью ступени кислородные двигатели. И у нас получились цифры, которые не очень заметно отличались от тех, что были потом на самом деле. Идея космических полетов захватила Вернера фон Брауна, когда он был еще ребенком. Основы германского ракетостроения заложил физик Герман Оберт. В 1923 году он опубликовал свою книгу «Ракета к межпланетному пространству», вызвав
вызвавшую волну всеобщего интереса к ракетам и ракетной технике. Отношение массы полностью заправленной ракеты к сухой массе ракеты Оберт назвал относительной начальной массой. Отталкиваясь от этой величины, а также от скорости истечения, он разработал свою знаменитую ракетную формулу. Многочисленные частые изобретатели начали заниматься ракетостроением. Но уже очень скоро новая техника попала в поле зрения военных, которым Версальский договор запрещал создание новых ВВС. Но в договоре ничего не говорилось о ракетной технике, пробел, оказавшийся роковым. А потом Управление вооружений сухопутных войск уже в 1929 году отдает приказ о начале исследований по военной применимости ракет на жидком топливе. В 1930 году инженер Вальтер фон Дорнберг начинает присматриваться к частным изобретателям с целью выявить начинание, полезное в военном отношении. Макс Майер, инженер-испытатель и летчик-испытатель в Пенемюнде. После окончания Второй мировой войны немецкой армии было запрещено разрабатывать артиллерийские системы вооружения с дальностью поражения более 35 километров. И эти пресловутые 35 километров представляли собой, конечно, значительное ограничение, а потому в армии много размышляли над тем, каким образом можно увеличить дальность поражения. А потому у Дорнбергера появилась идея использовать всех энтузиастов ракетной техники, запускавших свои маленькие почтовые ракеты в берлинских районах Лихтерфельде, Дорнвальде, Йоханнесстеле и в других местах, но из-за нехватки средств, постоянно ходивших с протянутой рукой. Он решил взять их под свое крыло и привнести немного систематики во всю эту деятельность. 27 сентября 1930 года Рудольф Небель и Клаус Ридель открыли с тайной поддержкой Управления вооружений сухопутных войск частный ракетный полигон в районе Берлина Рейнигефельде. Вскоре после этого к ним присоединился 18-летний студент физики Вернер фон Браун. После того, как Рудольф Небель провалил представление старта ракеты перед Управлением вооружений, армия сосредоточилась на разработках под началом Вальтера фон Дорнбергера. На свой страх и риск Вернер фон Браун представляется в управлении вооружений полковнику Беккеру, в результате чего тот предлагает сотрудничество фон Брауну, которому только что исполнилось 20 лет. Фон Браун, направляемый своей мечтой, отдается в руки военных. Позже он скажет, только финансирование со стороны армии и военные заводы были единственной практической возможностью на пути к космическим полетам. В Германии к власти приходят национал-социалисты. Втайне начинается форсирование перевооружения. При этом ракетная техника занимает особое положение. Немцы надеются с ее помощью разработать новое оружие дальнего поражения. А пока необходимо соблюдение строжайшей тайны. Ракетная тема, пользовавшаяся в Германии такой популярностью, внезапно исчезает из поля зрения общественности. В 1933 году в Кумерсдорфе проходят первые испытания ракетных двигателей, которые должны были стоять на модели «Агрегат-1». Испытание последующей разработки «Агрегат-2» с тягой 300 кг производится в декабре 1934 года в Боркуме. Дальность действия ракет увеличивается. В плотно заселенной области вокруг Берлина летных испытаний больше проводить нельзя. Тяга агрегата А3 составляет уже как-никак 1,5 тонны. 16 марта 1935 года Гитлер в одностороннем порядке заявляет о выходе из Версальского договора и его ограничений по вооружению. Снова вводится всеобщая воинская повинность. В этом же году Управление вооружений сухопутных войск и ВВС принимают решение о совместной разработке истребителей с ракетными двигателями. После инспектирования полигонов в Кумерсдорфе главнокомандующий сухопутных войск обещает обеспечить финансирование нового полигона. В поисках подходящего места Вернер фон Браун вспоминает о Пенемюнде. Строительство начинается в августе 1936 года. Уже в мае 1937 к началу эксплуатации в Пенемюнде готовы первые мастерские.
Основной состав переезжает в Пeenemünde из Кумерсдорфа. Вернер фон Браун становится техническим директором армейского опытного завода, так называемого ракетного центра Пeenemünde-Восток. В июне 1937 года в квартиры поселка Карнсхаген въезжают первые жильцы. С 4 по 12 декабря 1937 года 4 опытных образца ракеты модели А-3 стартуют с Грейсфальдер-Ойе, острова, расположенного северо-восточной Пeenemünde. Но опыты не удаются из-за слишком слабого управления, недоуправления. 1 апреля 1938 года происходит организационное разделение армейского опытного учреждения и испытательного центра Люфтваффе. Летняя серия испытаний с образцом А-5 приводит к увеличению дальности полета ракеты до 18 километров и высоты до 12 километров. В это же время в Пeenemünde-Запад производится запуск первого в мире самолета с ракетным двигателем Heinkel He-176. Позже здесь испытывается истребитель с ракетным двигателем Ме-163, называемый Крафтай. Он единственный в своем роде запускается в серийное производство. Ракета А-4 находится еще в стадии испытаний, Erprobung, но уже 21 ноября 1938 года был отдан приказ о строительстве завода для выпуска серийной продукции. В январе 1938 года начинается планирование завода Peenemünde-Süd. Закрытая зона на острове Узедом теперь включает в себя и Цельпин, и Вольгаст. Лео Шусселе, инженер по летным испытаниям, Peenemünde. Контролировать начали еще в Ценновице. После первой проверки надо было проехать по заводской железной дороге 12 километров до завода. Там был главный пропускной пункт. Столько заборов. Например, каждому надо было носить на службе значок. Были всякие разные значки по отдельным службам. Они были разных цветов, разных форм и вариантов исполнения. И для каждого значка был свой ареал. Курт Борнтрегер, адъютант испытательного центра в Peenemünde. Весь завод был закрытой зоной. Контролировали даже на подступе к острову со стороны Вольгаста по мосту. Ботте Штуве, старший инженер центра Peenemünde-Запад. Гитлер никогда не был в Peenemünde. Сначала это входило в программу сохранения завода в тайне. То есть в первое время существования Peenemünde высоких посетителей совершенно намеренно держали подальше от заводов. До первого большого налета в Peenemünde не были ни Гитлер, ни Геринг, ни Гиммлер. Если они хотели получить информацию о ракетной технике, то приезжали в управление вооружений в Кумерсдорф и получали там нужную им информацию. Было известно, что о Кумерсдорфе, как о военном центре, знают многие, а потому для иностранных разведок не было ничего чрезвычайного в том, что там появлялись высокопоставленные лица. Но Peenemünde было свободно от этих визитов вплоть до первого большого налета. Густель Фриде. Когда мы ехали на работу, нам выдавали карточки, опознавательные карточки. Их надо было постоянно носить с собой. Они были разных цветов. В остальном мы были свободны, нам только не надо было разговаривать между собой о работе, потому что это было секретно. Тогда существовали 3 разные степени секретности. Обычная, только руководству или секретно. А так мы могли поехать домой, в отпуск, куда угодно, мы были свободны. И за нами никто не следил, что мы говорим по телефону и всякое такое. Мы были свободны. Но и мы знали, как следует себя вести. Это было в данном случае решающим. А-4 должна была использоваться баллистически, как дальнобойный снаряд. В головке ракеты расположено 975 килограмм взрывчатки и взрыватель. В примыкающем к этой камере аппаратном помещении находились гироприборы и приборы управления, а также радиоприемники наведения по лучу, измерение скорости, прекращение работы двигателя и радиопередатчик измерения скорости. Оба бака для смеси спирта с водой, так называемое Б-вещество, и жидкого кислорода, так называемое А-вещество, составляли большую центральную часть ракеты. По трубопроводу оба вещества попадали на гироприборы
гидронасосы. Хвост ракеты представлял собой крестообразно расположенные наружные рулевые поверхности. Внутри находится двигательная установка, так называемая печь. В сопле расположены газовые рули из графита. 18 форсунок впрыскивают спирт в камеру сгорания. Параллельно производится подача кислорода. Насосы высокого давления приводятся в действие паром, возникающим путем катализа супероксида водорода, Т-вещество, и перманганата калия, Z-вещество. Кислород и спирт смешиваются в стальной камере сгорания и сгорают при температуре 2700 градусов Цельсия. При этом они создают тягу в 25,5 тонн. Стабильный курс обеспечивают аэродинамические рули на 4 рулевых поверхностях и газовые рули в сопле. Приказы управления поступают на рули от гироскопических, управляющих, задающих элементов движения через продольную, поперечную и высотную ось посредством исполнительных двигателей. Точная дальность полета, в частности, соблюдается путем выдерживания скорости в момент прекращения работы двигателя. Интегрирующий гироскоп или основанная на доплер-эффекте радиоизмерительная система отключает двигательную установку после достижения нужной скорости в конце активного участка траектории. С этого момента ракета летит баллистически со скоростью примерно 5500 км в час. 1 сентября 1939 года. Германский вермахт вступает в Польшу. С началом войны значение Пинемюнде еще более усиливается. Главнокомандующий сухопутными войсками Браухич требует, чтобы к 1941 году А4 было готово для серийного производства. 21 марта 1940 года проходят первые стендовые испытания двигателей установки А4. Сила тяги теперь составляет 25 тонн. 1 мая 1940 года руководство стройкой в Пинемюнде берет на себя Альберт Шпеер, позднее ставший гитлеровским министром вооружений. Театр военных действий расширяется. 10 мая 1940 года начинается наступление на запад. Немцы занимают Северную Францию и Атлантическое побережье, с которого позже в направлении Лондона будут стартовать крылатые и баллистические ракеты. 29 июля 1940 года в Пинемюнде впервые разработана двухступенчатая межконтинентальная ракета, которая должна достичь Нью-Йорка. Так называемый агрегат 9-10 задумывается как двухступенчатая ракета. Стартовая ракета А-10 должна набрать высоту в 190 километров, на которой происходит ее отделение. Потом агрегат 9 должен пролететь около 5500 километров примерно за 35 минут. В качестве одного из вариантов привода задумывается объединение 6 двигательных установок или печей, как их называют в Пинемюнде, каждый с силой тяги около 30 тонн. Кстати, эту идею позже подхватили при создании ракеты «Сатурн», работавшей с 5 двигательными установками. Один из чертежей для А-9 даже изображает герметическую кабину пилотов вместо боеголовки, что однозначно указывает на гражданское использование проекта. Следующей ступенью развития была А-11, которая при чрезвычайно высокой силе тяги в 1700 тонн должна была нести комбинацию из ракет А-9-10. Благодаря этим разработкам был возможен пилотируемый полет в космическое пространство. Прототипы этой ракеты послужили отправной точкой для американского «Сатурна» и русского «Востока». Но прежде чем можно будет говорить о межконтинентальных ракетах, следует предъявить имеющиеся успехи. Агрегат А-4 пока еще не находится даже в стадии испытаний. Нападение на Советский Союз 22 июня 1941 года выдает настоящую цель Гитлера – уничтожение идеологического противника на Востоке. Война становится все более суровой, все более нечеловечной по сравнению со всеми войнами прошлого. Гитлеровский оголтелый расизм принесет смерть миллионам людей. Но пока еще немцы уверены в победе, несмотря на то, что стратегия Блицкрига в России не удается, а наступление на Москву выдыхается в снегах. 20 августа 1941 года Вальтер Донбергер докладывает Гитлеру о состоянии дел в Пинемюнде. Фюрер присваивает работам фон Дорбергера и фон Брауна высшую степень срочности. Запланированный сборочный завод «Юг» перепрофилируется в завод по производству пробных серий. Гитлер требует крупных серий. Сборка должна производиться на внешних промышленных предприятиях. С 22 октября 1941 года Пинемюнде создает документацию по производству новой зенитной ракеты.
22 сентября 1942 года командование сухопутных войск и Люфтваффе принимают решение о совместной разработке зенитной ракеты, которая с 1943 года проходит под кодовым названием С-2 «Водопад» — «Вассерфаль». Но первый старт ракеты «Водопад» проходит в Пинемюнде только 21 февраля 1944 года. Это меньшая ракета, чем А-4, ракета-сестра. Поскольку инфракрасная головка самонаведения «Карусель» недостаточно быстро доводится до серийной зрелости, из-за чего «Водопад» получается очень дорогой ракетой для класса «Земля-воздух», то в 1944 году разрабатывается дешевая ракета «Тайфун», которую надо было отстреливать залпами. Радиоуправляемая зенитная ракета ХС-117 «Бабочка» «Шметерлинг» даже в состоянии выполнять виражи почти на 360 градусов. Зенитная ракета «Энциан», также являющаяся радиоуправляемой, разрабатывается в двух версиях — дозвуковой и сверхзвуковой. «Энциан Э-5» — это предтеча ракеты НАТО «Хаук». Боташтуве. Ну вот и потом, когда они хотели поближе заняться этим делом, тоже были споры, следует ли использовать такое оружие или нет. Достаточно ли будет одних истребителей? В головах долго держался тезис, что наши истребители побеждают вражеские самолеты. Это было долго представлением соответствующих людей, и зенитным ракетам потребовалось немало времени, прежде чем они смогли доказать свою боеспособность. И потом было уже слишком поздно. В ноябре 1941 года командование сухопутными войсками организовывает испытательное отделение «Север» в целях удовлетворения возросших потребностей в персонале. Из полевых частей в Пинемюнде набирают техников, которых используют согласно их гражданским профессиям. Курт Борнтрегер. Из частей вытаскивали специалистов различных направлений, дипломированных инженеров и других специалистов. Дело доходило до курьезов. Там был некий доктор наук, он находился в звании ефрейтора. А вот чертежник, он был фельдфебелем или хауптфельдфебелем. И вот они вместе составляли чертежи и работали в лаборатории. Правда, надо было по-военному приветствовать, отдавать честь, но в общем все было нормально. Мне ничего не известно о трудностях, о больших трудностях. 25 февраля 1942 года первый опытный экземпляр А-4 доставили на испытательный стенд номер 7. При стендовом испытании произошло разрушение ракеты. Хотя Вернер фон Браун разочарован этой и другими неудачами, ему все же постоянно удается мотивировать своих сотрудников. Густель Фриде. Никогда не забуду, как он возвращался после всех этих неудач с испытательного стенда номер 7, на котором проводились испытания. Он был так разбит и даже употреблял определенные выражения, которые помогали ему снять напряжение. Он не понимал, почему. И вот задним числом выяснилось, что был явный изъян. Тогда пытались объяснить это саботажем и тому подобным. Он был молодым ученым, я же пришла в Пинемюнде из промышленности. А там практически не было людей с высшим образованием. Здесь же я столкнулась с таким количеством людей, сам костяк которых, структура которых были иными. Они могли воодушевить людей на работу. А в промышленности наоборот. Все прилежно делали свою работу, но там не было воодушевления в таком смысле. Я хорошо помню его
Сияющие голубые глаза, светлые волосы, всегда улыбающийся, он без сомнения хорошо выглядел. Курт Борнтрегер. Фон Браун был очень привлекательным внешне и очень милым молодым человеком. У него не было спеси или тому подобного. И даже годы спустя, когда я попросил у него характеристику, он очень любезно ответил и все сделал. И это 10 лет спустя после конца всего. Нет, в человеческом отношении он был превосходным. Лео Шусселе. В мои задачи в том числе входило ведение полетной книги Вернера фон Брауна. И если что-то было, я сразу шел к нему. В общем, я очень часто бывал в его приемной. Мы с ним хорошо понимали друг друга. Буквально могли пойти друг с другом на любое дело. Да так, что это было уже... А позже у нас появился его брат Магнус. Он появился в Пинемюнде как фельдфебель. С ним я тоже много летал. Гироскопическая система управления оптимизируется, чтобы достичь лучшего управления на траектории. Боковые рули в струе вытекающего газа должны уравновешивать снос, вызванный ветром. Техники лихорадочно работают над устранением недостатков. Лео Шусселе, если вы возьмете эту систему, как я ее все время называл, пивную бутылку, ракета стоит, эта пивная бутылка стоит, вот и вот она стартует. Появляется тяга, и она взлетает. А гироскопы отдают команды, если вы хотите двигаться так или так. Еще на малой высоте они управляют газовыми рулями. А потом давят, да так, как будто вы хотите жонглировать метлой на пальце. Если вы можете себе это представить. Ну вот и вся система действует хорошо. Но если сейчас ветер отнесет ее в сторону, там внутри ничего не завертится, что, однако, можно исправить направляющей струей, для чего и созданы направляющие плоскости. 3 октября 1942 года наконец-то осуществлен первый успешный старт. Полковник Вальтер Дорнбергер говорит тем же вечером во время небольшого праздничного ужина. Мы впервые коснулись космического пространства и впервые использовали его как мостик между двумя точками на Земле. Тем самым доказано, что ракетный привод может быть использован при покорении космоса. Этот день, 3 октября 1942 года, открывает эпоху нового вида транспорта. Это первый день полетов в космическое пространство. К многочисленным разработкам Пинемюнде, которые далеко опередили свое время, относится и планирующая бомба с дистанционным управлением ХС-293. Самолет-носитель сбрасывал ее на расстоянии 18 километров, и она была в состоянии точно поразить объект в квадрате 4 на 4 метра. Вернер Зайпенбуш, командир испытательного отделения в Пинемюнде. Ее вес составлял 980 килограмм плюс-минус 15 килограмм. Размах крыльев 3 метра 12 сантиметров. Общая длина колебалась в зависимости от оснащения и времени выпуска. Сначала они были более длинными, потому что спереди у нее был внутренний противовес. Потом его перестали устанавливать. Потом его стали устанавливать сзади. Также были произведены некоторые другие изменения. Бомбу разрабатывали и дальше, в том числе и как телебомба. В этом случае впереди на носу бомбы устанавливалась еще и телевизионная камера, поэтому пилот, который ее сбрасывал, мог точно видеть, куда она летит. Но это было уже более поздней разработкой. Разработка бомбы XS-293 была предопределена как таковая еще так называемой Испанской войной, потому что еще тогда обнаружили, что точечные цели плохо поражаются обычными бомбами. То есть в большинстве случаев обнаруживалось немалое рассеивание, а потому следовало сконструировать нечто такое, что могло поражать точечно, с точностью до метра. Вот такие бомбы XS-293 сбрасывали с расстояния примерно в 18 километров. Это было, с одной стороны, выгодно, потому что самолетам не надо было залетать под обстрел вражеских зениток. Точное управление производилось с командного устройства, расположенного в самолете. Бомба сопровождалась визуально, что означает, что в корме этой бомбы были расположены сигнальные ракеты, 5 магниевых факелов. Они срабатывали днем, и этот свет магния стрелок направлял туда, где находилась цель, которую следовало поразить.
А это система радиосвязи между самолетом и бомбой. Здесь антенное согласующее устройство. А точка, которую вы видите здесь, сюда попадала ячейка. Во время полета происходил предварительный подогрев, теплый воздух от двигателей ДЕ-217 или самолета-носителя поступал сюда. А вот это осветительный набор. А сверху вы видите еще одну штуку красного цвета. Это было предусмотрено для ночной атаки. Там находилась лампа мощностью 250 Вт. Ведь если бомбы сбрасывали ночью, то свет факелов затмевался. То есть ночью факелы не были видны. Ночью был виден красный свет. Здесь наверху было рубиновое стекло, а здесь мы встроили так называемый разрушающий детонатор. Он был подвешен к самолету-носителю карабинными крючками, которые обрывались, если бомба взрывалась, неважно где. То здесь шло дополнительное разрушение, чтобы уничтожить приемник и прочие секретные вещи. А здесь есть еще одна штука, с ее помощью можно было установить канал, на частоте которого происходила связь с самолетом. У нас было 18 каналов, что означало, что одновременно бомбы могли сбрасывать 18 самолетов, и они никак не влияли бы друг на друга. И все это на расстоянии 18 километров. Я считаю, это было настоящее искусство. И сегодня американцам не удается сделать ничего более точного. Но для многих бомбардировщиков управляемая падающая бомба Fritz X была более удобной в обращении, чем планирующая бомба XS-293. Fritz X летела в направлении цели без собственного двигателя. У стрелка было 30 секунд времени, чтобы нацелить бомбу посредством способа покрытия цели. Однако ему могла помешать погода. В облачности он не мог разглядеть цель, например, корабль или мост. Вот что вы. Например, эта управляемая бомба Fritz X — это был летный объект с дистанционным управлением, который сбрасывался с высоты 6000-8000 метров при помощи направляющей телескопической трубы, как совершенно обычная бомба, и предназначался главным образом для того, чтобы поражать цели с сильной броней, прежде всего надводной цели. Наиболее нашумевшим успехом бомбы Fritz X является затопление итальянского линкора «Рим», который вместе с итальянским флотом 9 сентября 1943 года находился в пути от Ла-Специя к союзникам, чтобы примкнуть к ним. Боташтуве. Мы перешли к поражению точечных целей, действительно точечных целей. То есть в этом случае, в том, что касается управляемых ракет, в особенности XS-293 и Fritz X, мы попробовали воплотить в жизнь поражение точечных целей. Уже в начале июня 1942 года заводы Физелера переняли конструкцию авиационной бомбы. Разработка этой авиационной бомбы Фи-103, которую позже назовут Фау-1, Фергельтунгсваффе-1, оружие возмездия, длилась всего 6 месяцев. В сочельник 1942 года начались испытания в Пинемюнде-Запад. Одна бомба Фау-1 стоит 3500 рейхсмарок, что соответствует всего 1/10 расходов на Фау-2. Принцип действия Фау-1 относительно прост. На счетном механизме устанавливается точное расстояние, пролетев которое бомба должна поразить цель. Пропеллер на кончике головки бомбы измеряет пройденное расстояние. Когда цель, например, центр Лондона, достигнута, механизм отключает форсунки и регулирует рули высоты. Однако старт довольно труден, поскольку для него необходима слегка наклонная рампа длиной в 55 метров, как катапульта. С помощью поршня химически произведенное давление пара ускоряет летательный объект до первоначальной скорости в 320 км в час. Только после этого происходит зажигание пульсирующего воздушно-ракетного двигателя. Для полета до Лондона Фау-1, развивающий скорость 600-650 км в час, требуется всего 22 минуты. Точность попадания составляла примерно 15 километров. Вдоль побережья Ла-Манша позже были построены сотни металлок, как называли солдаты эти катапульты.
Несмотря на маскировку, они были открыты авиаразведкой противника. Позже были разработаны мобильные рампы. В начале апреля 1943 года Пинемюнде посетил рейхсфюрер СС Генрих Гиммлер, которому показали А-4. Были запущены 2 ракеты, одна из которых неожиданно уничтожила 3 самолета. Тем не менее, ракетная техника произвела на Гиммлера большое впечатление. Курт Борнтрегер. Одно испытание с треском провалилось. Тогда Гиммлер похлопал генерала Дорнбергера по плечу и сказал: «Генерал, не теряйте мужества. Это не первое испытание оружия, которое я вижу, и на котором не все проходит гладко. Продолжайте работать». Доктор Клаус Шейфелен. Там стояли и Гиммлер, и Браун, и я, только я немного отодвинулся назад, а потом одно испытание проваливается, второе проваливается, и только третье сработало как надо. И тогда Гиммлер спокойно повернулся и сказал: «Удачи, фон Браун». Усиливается связь между Пинемюнде и СС, захватывавшей в Германии все больше власти. Дорнбергер надеется через Гиммлера получить больше влияния на Гитлера. Вернер фон Браун стал членом СС с 1 мая 1940 года, предположительно скорее из приспособленческих мотивов, нежели по убеждению. Он не мог противостоять давлению СС, но свою форму эсэсовца одевал крайне редко. На большинстве фотографий мы видим его в гражданской одежде. Несмотря на то, что сравнительные стрельбы между А-4 и авиабомбой Фи-103, проведенные 26 мая 1943 года, показали преимущество более дорогого агрегата 4 перед авиабомбой, все же было принято решение о серийном производстве обоих летательных аппаратов. Для производства А-4 армейскому опытному учреждению требуются заключенные концлагерей. Таким образом, должна быть обеспечена секретность производства. В этом также проявляется сближение Пинемюнде и СС, которое может поставить необходимую рабсилу. Ведь немецкие рабочие находятся на фронте, а в работающей на всех парах индустрии вооружений у станков стоят почти только заключенные концлагерей и привлеченные рабочие. Но в Пинемюнде расположены и военнопленные. Курт Баумтрегер, адъютант испытательного завода Пинемюнде, вспоминает об их использовании. Курт Баумтрегер. Мы получили для защиты побережья тяжелые русские автоматы из каких-то фондов по сбору трофеев. И я передал их моему заключенному, чтобы тот смотрел за ними. Ведь среди заключенных было много артиллеристов-техников. Потом я пошел вместе со своим заключенным на побережье и стрелял там из них. То есть определенная степень доверия у меня присутствовала. Хотя заряженный пистолет у меня тоже был под рукой. Да и внезапно выяснилось, что нам нужно еще много людей для производства. Много. И тогда кому-то пришло в голову использовать военнопленных, советских военнопленных. Конечно, только для несекретных вещей, каких-нибудь там подготовительных конструкций. Тогда я прежде всего подобрал себе высокопоставленного офицера, подполковника в качестве старосты лагеря, потом еще врача русского и русского музыканта. Я сказал себе, людей надо будет чем-то занимать, они будут петь песни и все такое. Пища для ума и тела была обеспечена. Итак, прибыло 300 человек. Сначала их разместили в Пенен, в старых бараках. Боташтуве. Насколько мы могли судить, привлеченные рабочие вовсе не были поставлены в дискриминирующие или бесчеловечные условия труда. Вовсе нет. Заключенные из концлагерей, появившившихся позже, это был, наверное, 1942 год. Прежде всего на станции Пинемюнде-Запад. Да, они были вынуждены переносить обычные условия концлагеря. И капо, которые командовали отделениями, прибывшими, чтобы убирать летное поле, или работавшими на заправочных работах, да, они поддерживали очень строгий порядок. Это было заметно.
Но было и так, что условия труда заключенных концлагерей, которые были заняты в том числе и в мастерских, они работали в приемных различных групп, например, в административном корпусе 21, разносили там почту. И при авианалетах их тоже забирали в бункеры. Это также следует отметить, что их не оставляли снаружи, что они также могли притязать на защиту бункеров, в строительстве которых они также участвовали. Да ведь среди них было много специалистов, каменщиков, которые также помогали, особенно на станции Пeenemünde-Запад. Бункер, который еще не был полностью готов во время первого налета. Да, так вот, они там оказали существенную помощь. 7 июля 1943 года фон Браун и Дорнбергер лично доложили Гитлеру о состоянии дел на ракетных разработках в Пeenemünde. Гитлер присвоил проекту высшую степень срочности. Но воздушная разведка союзников к этому времени уже располагала снимками ареала Пeenemünde. Анализ снимков приводит к решению об уничтожении испытательной станции. Но цеха можно отстроить заново. Поэтому основной целью королевских ВВС становятся ученые. Следует вывести из игры ведущие головы. В ночь с 17 на 18 августа 1943 года английские самолеты бомбят Пeenemünde. Погибает примерно 750 человек, из них 600 привлеченных рабочих. Испытательная станция получает лишь легкие повреждения. Bote-Stue. Это была теплая ночь. На небе была полная луна. То есть условия были хорошими. И этот налет пришелся только на Пeenemünde-Восток. Мы на станции Пeenemünde-Запад, расположенной немного к западу, отчего, собственно, и появилось само понятие Пeenemünde-Запад, расположенной западнее гавани Пeenemünde. Мы остались совершенно нетронутыми, а в лагере для привлеченных рабочих смерть собрала богатую жатву. А также в поселке Карлсхаген, который находился между Карлсхагеном и станцией Юг, от Пeenemünde-Восток, был создан Густельфриде. Мы жили в Карлсхагене в общежитии для холостых викинг. Там было великолепно. Паркетные полы, душ, общая кухня. Хотя нам уже приходилось уживаться с коллегами, потому что в комнатах размещалось по 2 человека, так много сотрудников было нужно заводу. Ну вот, у нас часто бывали воздушные тревоги. Мы привыкли к ним и не обращали на них особого внимания до тех пор, пока не свалился багет с гардинами. И тогда я сказала: «Хильда, нужно бежать наружу». Мы были практически последними из тех, кто спрятался в бомбоубежище. Мы даже не смогли войти внутрь бомбоубежища, а застряли в открытой двери. Из-за этого нам доставались вся грязь, которую поднимали бомбы, и песок, и еловые иголки. Да, это было отвратительно, совершенно отвратительно. А когда все кончилось, то выяснилось, что из-за фосфорных бомб загорелись деревянные ставни на домах, и ветром огонь задувало в дома, так что потом мы, хотя и попали в дом, но сразу же оттуда ушли. Слишком опасно. Мы с большим удовольствием потушили бы огонь, но было уже слишком поздно, спасать было нечего. Этот налет был отвратительным. Да, потом в шоке совершенно не представляешь, а что же там было. Мне рассказывала об этом моя подруга Криста. Ну а потом нас всех погрузили в грузовики, и мы поехали в другое место, в общежитие. Я вообще не помню этого, я была в состоянии настоящего шока. Чтобы обмануть союзников, воронки от бомб было решено не засыпать, а дома не восстанавливать. Разработки же продолжались. Но производство ракет решено перевести на подземные заводы в Конштейне, вблизи Нордхаузена, Тюрингия. 28 августа 1943 года в филиале концлагеря Дора заключенные концлагеря Бухенвальд начинают строительство штолен для имперских Mittelwerke.
В нечеловеческих условиях свою жизнь здесь оставили тысячи заключенных концлагеря. После успешного проведения стрельбищ на армейском полигоне Хайделагер под Близна в юго-восточной части Польши начинается конвейерное производство Фау-2 в подземной системе переходов и туннелей под новый 1944 год. В месяц завод выпускает 900 штук Фау-2. Параллельно начинается подготовка стартовых баз в оккупированной Франции. С октября 1943 года организация ТОТ, отвечающая за все большее строительство Третьего рейха, возвела в Эфа-Виссеран, вблизи Сан-Томар, гигантский подземный комплекс. Здесь должно было осуществляться хранение Фау-2, и отсюда же ракета должна была стартовать в расположенный в 200 километрах Лондон. По подземной железной дороге Ида поезда должны были доставлять Фау-2 из Германии. Силами привлеченных рабочих и русских военнопленных в Меловом Плато было прорублено более 7 километров штолен для ракетных складов. В бетонированных залах должны были располагаться склады для топлива, жидкого кислорода, электрогенераторы и казарма для гарнизона. Чтобы защитить все сооружения, немцы построили огромный бетонный купол диаметром 171 метр над штольнями. Бетонная крыша весом в 55 тысяч тонн могла выдержать удары 3000 бомб союзников. Но отсюда не была выпущена ни одна ракета. Из-за приближающегося фронта Гитлер приказывает остановить строительные работы 28 июля 1944 года. Гигантский купол сохранился до наших дней. В сооружении сейчас находится музей, который так и называется «Купол». Через неделю после высадки союзников в Нормандии с немецких позиций на Западном фронте производится первый массированный удар по Англии летающими бомбами Фи-103. Немецкая пропаганда вводит понятие Фау-1, Фергельтунсваффе-1, орудие возмездия, чтобы представить использование этой бомбы как акт возмездия за авианалеты союзников на немецкие города. Желаемая реакция не заставила себя ждать. Падающие как бы прямо с неба бомбы распространяют среди британского населения страх и ужас. Прямые потери невелики, но моральное воздействие трудно переоценить. Зенитные орудия у Ла-Манша упорно стараются сбивать летящие относительно медленно бомбы. Вокруг Лондона англичане устраивают заграждения из аэростатов. Между заградительными аэростатами и зенитками на побережье действуют истребители. Оборона успешна. Из сотни выпущенных за сутки Фау-1 своей цели достигает лишь четвертая часть. 1 сентября 1944 года обстрел Лондона летающими бомбами Фау-1 подошел к концу. Он стоил жизни 6000 человек. Немцы форсируют применение А-4, развивающей скорость 5500 км в час, которую противник не в состоянии сбивать. Начиная с 7 сентября 1944 года происходят первые удары с применением А-4 или Фау-2 против Лондона, Парижа и Антверпена из мобильных позиций на Западном фронте. Если Фау-2 выпущена, то уже ничего не может ее остановить. Но военные успехи весьма ограничены. В день сбрасывается самое большее 30 тонн бомб, в то время как союзники покрывают немецкие города ежедневно 3000 тонн. В общей сложности в ходе войны было выпущено 24 тысячи Фау-1 и 3200 Фау-2. Погибает 8930 человек в Англии и 6500 в Бельгии. Производство же 5789 ракет в подземном Миттельверк унесло прямо или опосредованно жизни 25 тысяч заключенных концлагеря Дора. Мрачный итог для оружия, которое при своем производстве унесло больше жизней, чем при своем использовании. В июле и августе 1944 года Пинемюнде становится жертвой постоянных налетов американских ВВС.
После неоднократных задержек в Пинемюнде отказываются от замыслов по переносу ракетных исследований в Эбензее, в австрийские Альпы. А после неудавшегося покушения на Гитлера 20 июля 1944 года СС получает все больше власти по сравнению с армией. Это проявляется и в Пинемюнде. 8 августа бригаденфюрер СС Ганс Каммлер в качестве особого уполномоченного Генриха Гиммлера принимает на себя руководство подготовкой боеспособности А4, Фау-2. То и дело возникают слухи о решающем военном значении так называемого чудо-оружия. Приняла бы война иное течение, если бы ракеты и реактивные самолеты были использованы раньше и в большем количестве экземпляров. И даже высокопоставленные военные чины союзников заявляли, что высадка была бы невозможна, если бы использование Фау-2 началось всего на 6 месяцев раньше. Ботештуве. Оружие, предназначенное для поражения больших площадей, появилось, во-первых, слишком поздно, а во-вторых, оно использовалось в слишком малых количествах. Макс Майер. Это была чрезвычайно дорогая разработка, скрупулезные исследования, и даже в конце войны эта ракета была еще разработана не настолько хорошо, чтобы ее можно было использовать в массовом порядке. Слишком поздно. Второй вопрос состоял в том, что при помощи этой ракеты нельзя было поражать точечные, а только большие по площади цели. Что означает, что точность попадания была настолько мала, что этими ракетами действительно нельзя было поразить цели, важные для дальнейшего ведения войны, в случае, если они вообще существовали. Такое поражение могло произойти разве что по случайности. В-третьих, даже если можно было бы оттянуть время, осуществить поворот в войне, то конец войны тем самым всего лишь отодвинулся бы. И, может быть, следствием этого было бы применение атомной бомбы над территорией Германии. Могло бы своевременное использование зенитной ракеты «Вассерфаль» предотвратить или смягчить массированные налеты союзной авиации на немецкие города, в ходе которых погибли сотни тысяч ни в чем не повинных мирных жителей? Могло бы это оружие решающим образом повлиять на ход войны? Уверение министра вооружений Альберта Шпеера, что использование вундерваффе может еще изменить ход войны, придавало новые силы многим высокопоставленным офицерам, которые уже смирились с поражением ввиду ситуации на фронтах. Они снова сражались, чтобы выиграть время для использования чудо-оружия. Может быть, в ином случае война закончилась бы раньше. Может быть, более реалистичная оценка положения могла бы спасти жизни сотен тысяч, павших в последние месяцы войны. В конце войны группа планирования в Пинемюнде сосредоточена на разработке А4 с крыльями. После того, как союзники высадились в Нормандии, стрельбы с побережья стали практически невозможными, поэтому следовало увеличить дальность А4. При помощи несущих поверхностей ракета должна была перейти в длительный планирующий полет при вхождении в более плотные слои атмосферы. Но испытания А4 в январе 1945 года провалились. Расчетная дальность в 750 километров не была достигнута. Видно, что конец войны не за горами, и поэтому испытания прекращаются. Не может состояться и другой честолюбивый проект, а именно обстреливание Нью-Йорка ракетами с немецких подводных лодок, хотя первые испытания с подводными ракетами, так называемыми «доверфами», были проведены еще в июле 1942 года. В проекте «Швимвесте» «Спасательный жилет» подводная лодка должна была транспортировать до цели ракету А4, находящуюся в плавучем контейнере. По прибытию корма контейнера затопляется, в результате чего он принимает вертикальное положение. Затем на платформе с гироскопическим стабилизатором ракету А4 следовало заправить, а потом она могла стартовать. Еще в середине декабря 1944 года было создано объемное многостраничное руководство. До конца марта 1945 года должны были быть завершены предварительные исследования, но этим планам не суждено было осуществиться.
Рудольф Нодрот, руководитель группы переводчиков армии США. Можно было предугадать, что в Нью-Йорке поднялся бы хаос, если бы в город попала такая ракета. Никто ведь не знал бы, откуда она прилетела. Никто бы никогда не подумал, что она из Германии. И изделие Райхенберг, то есть пилотируемое А-1, тоже не было применено. Гитлер утвердил этот самопожертвеннический проект только с огромным неудовольствием. Большой сторонницей проекта была известная летчица Ганна Рейч, которая сама, как летчик-испытатель, пилотировала Райхенберг. Она видела в применении подобного оружия шанс на скорейшее завершение войны. Небольшие в количественном отношении жертвы добровольцы должны были положить конец тысячекратным смертям на фронтах и в немецких городах, страдающих под постоянными бомбардировками союзников. В проектах типа Райхенберга Ганна Рейч видит возможность усиления позиций Германии на мирных переговорах. Русский фронт подходит все ближе и ближе. 21 января 1945 года Ганс Каммлер, офицер СС, ответственный за ракетный проект, приказывает перевести ракетный центр из Пенемюнде в Бляйхерроде, в Гарце. 17 февраля начинается эвакуация. Все, что нельзя вывести, уничтожается. Брауну удается без ведома СС спрятать некоторую важную техническую документацию в одной из штолен в Гарце. Тем самым он обеспечивает себе козырь в переговорах с американцами, единственной силой из союзников, которые, по мнению фон Брауна, достойны того, чтобы принять наследие ученых Пенемюнде. В марте положение все более ухудшается. Поэтому 1 апреля 1945 года Каммлер приказывает перевести 500 пенемюндовцев в так называемую Альпийскую крепость. Фон Браун вместе с Дорнбергером и своим братом Магнусом размещается в гостинице «Хаус Ингеборг» в Оберьохе. После бесследного исчезновения Каммлера и ослабления контроля со стороны СС, фон Браун решается установить контакт с американцами. 2 мая 1945 года, вскоре после того, как радио сообщило о смерти Гитлера, Магнус фон Браун предложил американцам капитуляцию пенемюндовцев. Американцы допрашивают их неделями, но между победителями и побежденными постепенно возникает атмосфера взаимного уважения и коллегиального обхождения друг с другом. Только таким образом стал возможен плавный переход ракетных исследований из немецких рук в американские. Рудольф Нотрот. Вошли 8 или 10 мужчин в мягких широкополых шляпах, в кожаных пальто. Я должен сказать, они выглядели как гестаповцы, и все зашушукались. Что это? Кто это? Это немцы? Иди ты вперед, ты ведь немец, ты поговори с ними. Мужчины, конечно, очень боялись, они ведь не знали, кто я. Появляется американский офицер и встает перед ними. Во всяком случае, они были очень сдержаны и немногословны. И я не знаю, связано ли одно с другим, но через 2 дня мне позвонили, что я должен явиться к майору Заммерберну. Я прибыл к нему, он закрыл окна и двери и спросил, что я думаю о немцах. На что я ему ответил: ну что я могу думать о немцах? Я ведь сам немецкого происхождения. А он: не хотели бы поработать с немцами? Я говорю: ничего не имею против, ну если... Ну вот... Не прошло много времени, всего через 2 дня я получил приказ о переводе в группу, в которой были все архивы Пенемюнде. Всего около 90 тонн документации. Мне дали задание, я был руководителем группы переводчиков по архивам Пенемюнде. Проблема состояла в том, что немецкие ученые были все в форте Плис в Эль-Пасо, в Техасе. То есть люди из армии не хотели соединять людей с их документацией. Они ведь считались нашими врагами, и чтобы они не могли уничтожить документацию, чтобы она не исчезла. Все время, пока мы обрабатывали определенные конструкционные группы, они привозили людей из форта Плис в Эбердин, и когда с одной конструкционной группой было покончено,
Людей отвозили назад в Эль-Пасо, и мы начинали новую. Это было очень интересно, хотя и не все мне было известно. Ведь немцы опередили нас лет на 10-15. Перекачка технологий в невиданных размерах в ходе операции «Пеппа Клип» дает возможность американцам выйти далеко вперед по ракетной технике и реактивным самолетам. Осторожные американские оценки называют сумму в $2 миллиарда, которую Америка сэкономила благодаря использованию уже отработанных технологий. Основную команду из 115 ученых из Пинемюнде тайно перевозят в США. Вдалеке от общественности они продолжают ракетные испытания под руководством Вернера фон Брауна. 16 апреля 1946 года первая трофейная ракета Фау-2 стартует на полигоне в Уайтсенс, севернее Эль-Пасо. До 1952 года проводится 70 запусков. Но разработки стопорятся, потому что президент Трумэн серьезно урезает военный бюджет и вообще отдает предпочтение дальним бомбардировщикам с атомными бомбами вместо ракетной техники. Поворотным пунктом явилась только Корейская война. Ракетные проекты снова были реактивированы. Как и в 30-х годах, фон Брауну выгодна волна гонки вооружений. Новым ракетным полигоном становится мыс Канаверал, расположенный, как и Пинемюнде, у моря. Только годы спустя фон Браун осуществит свою мечту о полете на Луну в рамках гражданской космонавтики. Но давайте вернемся к Пинемюнде и к последним дням войны. 4 мая 1945 года части 19-й советской армии входят в Пинемюнде. Однако проходит немало драгоценного времени, прежде чем Советы распознают значение Пинемюнде и начинают демонтаж. В мае 1945 года в Пинемюнде создается немецкое техническое бюро с немецким персоналом под руководством советских офицеров. До 1948 года Советы демонтируют все, что может пригодиться. Затем взрывные команды разрушают здания, бункеры и стенды. На центральном заводе в Северной Тюрингии 5000 немецких специалистов работают над ракетой Фау-2 для СССР. Уже в 1948 году Советы размещают в Пинемюнде полк истребителей. В 1952 году Пинемюнде официально становится флотской базой нового государства – ГДР. Народный ВМФ ННА размещает в Пинемюнде прежде всего корабли береговой защиты, минные тральщики и минные заградители. Северо-западная часть острова Узедом снова становится запретной зоной. Войска Варшавского договора устраивают здесь многочисленные маневры. Сегодня в главной гавани Пинемюнде находится маленький ракетный катер «Тарантул-1», и русская подводная лодка-носитель крылатых ракет У-461. На эти пережитки времен Холодной войны сегодня устраивают экскурсии. В конце 50-х годов советские войска уходят. Пинемюнде из Дрейвица переводят 9-й авиаполк имени Генриха Рау. В начале 70-х годов ННА производит здесь коммутационные устройства для своих ракетных истребителей. Сегодня можно посмотреть на списанные ННА самолеты и прежде всего на пресловутые МиГи. От бывших цехов армейского опытного учреждения и испытательного центра ВВС почти ничего не осталось. В наблюдательной вышке бункера находится примечательная выставка историко-технического информационного центра. Перед музеем посетителей привлекает модель агрегата 4 в натуральную величину. Пинемюнде развивается как туристический центр. И при всем интересе к ракетной технике, эта местность может предложить также прекрасную культуру и природу. И все же остатки военного прошлого стоят на первом месте. Нельзя не заметить величественное здание бывшей электростанции. Она поставляла те невероятные количества электроэнергии и тепла, что были необходимы для проведения ракетных исследований. Электростанция начала свою работу 1 ноября 1942 года. 2 турбогенератора производили 30 мегаватт энергии.
За год электростанция расходовала 150 тысяч тонн каменного угля. Она прекратила свою работу только в 90-м году. Непосредственно рядом с электростанцией находится построенный в 1942 году мостовой кран с главным краном, поднимавшим уголь. Суда с каменным углем, стоявшие на якоре в главной гавани, разгружались здесь. Во времена ГДР производство электроэнергии было переведено с каменного на бурый уголь. Самым большим потребителем энергии, кстати, тогда был цех по производству кислорода. Время как будто снова оживляет руины, в которых, начиная с 1942 года, каждый день из воздуха по столбу Линде производилось 13 тысяч килограмм жидкого кислорода. Наряду со спиртом кислород требовался в качестве топлива для двигателей агрегата 4. На один старт ракеты было необходимо 8 тонн жидкого кислорода. При авианалете в 1943 году цех по производству кислорода был сильно поврежден. В 1947 году Советы демонтировали технические установки. В 1948 году они попытались взорвать здание. Ветер дует сквозь разрушенные стены, природа медленно отвоевывает ареал назад. Трава и деревья закрывают памятник руины. Чтобы обнаружить еще больше следов прошлого, мы поднимаемся в воздух. Сверху можно хорошо распознать остатки различных испытательных стендов, развалины взорванных ракетных бункеров, наблюдательных постов, земляные валы и рвы для кабелей. Между ними луга и коровы. На территории бывшего испытательного стенда номер 7 сегодня находится важный биотоп. Но форму и размеры бывшего стенда можно определить без труда. Здесь испытывался агрегат 4, или, как его еще называли, Фау-2. 3 октября 1942 года из этого неприметного места стартовала первая большая ракета мира, прикоснувшаяся к космосу. Тот факт, что для этого свои жизни отдали тысячи военнопленных, привлеченных рабочих и заключенных концлагерей, отбрасывает зловещие тени на прошлое Пинемюнде. Но здесь вспоминают о жертвах и хотят видеть в Пинемюнде напоминание о мире и человечности. Ракета была, наряду с атомной бомбой, тем творением Второй мировой войны, что имели для будущего невероятно большое значение. Пинемюнде должен стоять как напоминание людям, чтобы они в будущем использовали достижения науки только для дела мира и человечных целей. Кстати, и сегодня еще нельзя заходить на территорию Пинемюнде, на которой еще находится огромное количество боеприпасов, несмотря на то, что она сегодня кажется сверху такой невинной, несмотря на то, что праздно шатающиеся туристы или тайные охотники за трофеями то и дело пытаются пробраться в запретную зону. Пинемюнде есть и остается легендой. Но хотя при строительстве ракет, как и в случаях многих других научных разработок, главной мобилизирующей направляющей силой были военные, но все же именно женщины и мужчины рядом с Вернером фон Брауном были теми людьми, благодаря которым здесь, в Пинемюнде, зародилась мечта о полете на Луну и были заложены основы современной космонавтики. Монтаж Михаэль Буске. Операторы Кристоф Беркинг, Мелани Зорге. Интервью Карл Кефкес. Сценарист и режиссер Йоханнес Хайнеке. Polar Film, 2001 год.